Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем несколько способов, как создать кириллический символ на основе латиницы, да и вообще в принципе с нуля. Мы уже вкратце изучили, что такое компоненты, чем они отличаются от элементов референсов и от элементов в целом, но я напомню, чтобы просто сейчас это было максимально полезно и уместно. Компоненты — это, по большому счету, ссылка одной буквы на другую, со всем ее содержимым. А вот элементы — это все то, из чего состоит буква. Это может быть какая-то группа элементов, это может быть просто контур, это может быть картинка или еще что-то. В общем, любое содержимое каждой конкретной буквы, оно у нас состоит из вот таких элементов. И это у нас, скажем так, те части буквы, из которых она создается. А вот элемент референса — это все то же самое, только то, что повторяется в других буквах. Потому что один элемент сам по себе он независим, но если мы скопируем его и ставим другую букву в качестве элемента референса, мы можем их независимо друг от друга изменять. И причем мы можем части буквы, а не целую букву, добавлять другую, и тем самым, комбинируя, делать какую-нибудь там новую букву таким образом. В общем, мы сейчас на практике все посмотрим, как это сделать можно использовать, собственно, при создании вот этой кириллицы. Поэтому разберем несколько способов, как это вообще делается. А вариантов у нас несколько. Первый вариант — это мы можем просто нарисовать заново букву А, букву В, Е и так далее вручную. Почему нет? Вполне возможно, но это не оправданно, конечно, но тем не менее возможно. А второй вариант — это можно добавить компоненты. Вот я, допустим, нажму, двойной клик сделаю на кириллическую А, и у меня здесь сразу появится компонент буквы А латинской, то есть мне даже делать особо ничего не нужно. Но работает это не всегда, потому что если я возьму и сделаю двойной клик на букву Б кириллическую, там ничего не появится. Почему? Потому что у нас нету такой буквы, ее не существует. Вот. Потом, что у нас еще есть? Можем вручную добавить компоненты, можем создать автолейер, можем добавить элемент референс и сделать поверх этого дельта-фильтр. В общем, все эти варианты мы сейчас с вами разберем по очереди, поэтому перейдем к первому. Я думаю, тут все очевидно. Если у нас нету какой-то буквы, нам придется нарисовать ее вручную. Разумеется, там А, В и так далее мы делать не будем, потому что можно их скопировать. А вот если, например, возьмем букву Z, мы ее не можем ниоткуда скопировать. Но мы можем воспользоваться кусками других букв, чтобы создать ее. Допустим, я могу просто взять, нарисовать ее. Ну, помимо того, что я могу ее просто обвести и заново собрать. Но это вообще очень долго. Зачем это делать, если я могу взять правую половину от буквы B латинской, вставить ее сюда и взять правую сторону от буквы C, тоже латинской. Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь сдвигаю вот сюда. Вот. Ну и примерно вот такое положение у нас получается. Теперь можно отключить маску. Вот это с зажатым C-Shift я приподнимаю. Это тоже приподнимаю. Вот это можно сюда. Это можно сюда. Теперь я зажимаю с Alt, Alt-Shift. Я могу сдвигать вот эти узлы, но не двигать вот эти хендлы. Примерно на один уровень, чтобы они стали. Ctrl-J, чтобы их соединить. Здесь точно так же с зажатым альтом я могу вот так вот, сейчас я вам покажу. Если я зажму просто узел, он будет двигаться вместе с рукояткой. Если я зажму Alt и начну двигать этот узел, то видите, узел здесь остается на месте. Поэтому я просто с зажатым альтом сдвигаю сюда. И теперь, чтобы она не с таким надломом была, я просто жму сюда, она у меня передвигается. Идем дальше. Вот это приклеиваю. Вот это приклеиваю. Какой здесь размер? 155. Нормально. Здесь 155 нормально, потому что здесь у нас овал, он имеет большое белое пространство внутри, а здесь такого нет, поэтому верхняя часть здесь и здесь, она у нас на 10 юнитов меньше, чем здесь, чтобы компенсировать. Вот это мы можем сейчас сделать, что? Ctrl-J соединить, но такая буква Z выглядит несуразно, поэтому нам нужно ее вытянуть. Я просто добавляю вот здесь, выбираю этот узел, нажму Ctrl-D, у меня дублируется узел. Жму сюда, Ctrl-D, узел дублируется, выделяю его. Так, это не то, выбрался нижний. Теперь делаем, можно даже вот что сделать, я просто выделю вот этот сегмент, и он у меня сдвинется вместе с вот этими точками. И все, в принципе, буква Z у нас готова. Надо ее, конечно, немножко оптически компенсировать. Но на самом деле делается за 2 секунды. По такому принципу мы можем с вами сделать и тонкое начертание. Тут, конечно, надо поработать.
сделать ее чуть помягче, вот это вот все поднастроить. Ну, в общем, я не буду прямо это сейчас все долго делать, нажму точку с запятой, чтобы у меня разместились полуопроши автоматически, но особо нам это не нужно. В процессе работы мы так разместили, но теперь нам нужно их привязать. Что мы для этого сделаем? Ну, разумеется, вот эта часть у нас образована из буквы B, поэтому, чтобы не придумывать, какой там должен быть полуопрос, я просто здесь ставлю латинскую букву B, и у нас видим, что здесь правый полуопрос 31 юнит, и здесь тоже 31 юнит. А вот здесь нам нужно вот эту букву S сделать. Мы не можем просто взять букву C сюда вставить, потому что это не совсем корректно будет. Нам нужно сделать ее в противоположную сторону, поэтому я пишу выражение равно, верхний бар и букву C. Теперь у меня вот эта часть стала побольше. Почему? Потому что вот здесь она такая же большая. Но вообще здесь она тоже у нас неправильно сделана. Ну, в общем, вот теперь вот такое выражение у нас ссылается не на левую часть буквы C, а на правую часть буквы C. И если вдруг я потом изменю вот здесь, по какой-то причине сделаю правую сторону, там 100, например, это, как видите, у меня тоже теперь 100. То есть таким простым способом мы можем по-быстрому накидать большинство из тех букв, которые у нас есть вручную нарисовых. Это первый такой способ, который самый очевидный и самый правильный, если у вас нету оригинального глифа. Ну и второй способ, мы вернемся к тому, что мы до этого смотрели. Допустим, у нас есть буква А, буква Х, буква Т, С, Р русская. И она у нас точно такая же, как и буквы вот в латинице. Поэтому, чтобы они автоматически у нас создались, мы просто можем сделать двойной клик по тем ячейкам, которые полностью повторяют буквы, которые мы с вами нарисовали в латинице. Это у нас вот эти, Е, вот это, X. Так, ну вроде бы все. Это у нас добавилось, причем добавилось не просто только в текущем слое, но и во всех слоях, которые у нас с вами открыты. То есть у нас все буквы, которые нарисованы здесь со слоями, они продублировались, поэтому в целом все окей. Вариативность у нас тоже здесь работает, поэтому мы можем вот так двигаться по карте в вариации. Вот. Но тут нужно настроить еще и метрики этих компонентов. Мы же их продублировали, они вставились в эту ячейку, но метрики у них превратились в цифры. Если, например, посмотрю на букву X здесь, у меня вот здесь такое выражение. Но в букве Х русской здесь просто добавились цифры. Чтобы нам заново вот эти выражения не делать, самый правильный вариант будет сделать ссылку на конкретно вот эту букву. Для этого я вот здесь пишу латинский X в двух местах. И теперь они у меня тоже здесь соответствуют. То есть, если я здесь что-то в латинской изменю, здесь она у меня тоже изменится. Но это изменилось у меня только в этом слое. В букве Х в жирном начертании здесь тоже цифры стоят, и они отличаются. Поэтому нам ее тоже нужно привязать. Но когда у нас много таких слоев, это делать не очень удобно, поэтому, чтобы вручную это все не подбивать, мы просто выбираем единственный слой, который мы уже назначили метрики, и жмем вот сюда. Эта клавиша позволяет нам скопировать все выражения в панели гриф на все слои текущие, открытые. То есть вот я скопировал, несколько раз так сделал, на всякий случай контрольный. И мы помним, что у нас вот в этом слое здесь стояли значения 17 единиц. Перехожу на него и вижу, что у меня теперь вот здесь X. Или, например, M. 21 и 27. Беру, пишу здесь латинскую M. Делаю копирование на другие слои. Смотрим, здесь у меня тоже M. Теперь все. Если я что-то изменю в латинской M, у меня все автоматически продублируется и вот в кириллице. Поэтому вообще очень просто. Итак, мы с вами их добавили, но это символы, которые у нас компоненты, которые ссылаются на другие буквы. Сами мы их вручную не рисовали, поэтому давайте просто пометим их синим цветом, голубым вот таким, допустим. Ну, я обычно использую вот такой цвет, потому что он чуть больше похож на зеленый. Но это не очень здесь сейчас удобно, поэтому сделаем просто так, потом разберемся, в общем, каким цветом это делать. Но так или иначе, вот это у нас еще не готово, я сейчас ее за кадром сделаю. Ну,
часть символов мы уже с вами сделали, это уже хорошо. Такое автоматическое добавление работает не всегда корректно, поэтому мы разберем третий способ, как это можно сделать, скопировав буквы из других букв, добавить компоненты. В первую очередь посмотрим, на что это вообще влияет. Если мы сделаем двойной клик по букве К, то она скопируется как надо. Это будет такая же копия буквы К в виде компонента, мы ее также окрасим, поставим метрик и все окей. Но если мы попробуем таким образом создать букву Ж, то он нам что сделает? Он просто возьмет и добавит сюда две буквы К. В целом логика в этом есть. Я могу его вот так взять, одну из них повернуть и сдвинуть их вот сюда. И вроде как буква Ж у нас получается, но вполне выглядит так же, как и вот здесь, все окей. Но проблема в том, что кириллическая Ж это не то же самое, что буква К, потому что буква К достаточно широкая, потому что она самобытная. Но когда мы берем букву Ж и склеиваем ее из двух половинок в виде буквы К, то она получается слишком широкая. Поэтому по-хорошему нам нужно ее взять, полностью разобрать. Сейчас попробуем это сделать. Вот я ее полностью разобрал, взял вот эти вот части, немножко сдвинул здесь, немножко сдвинул здесь. Это не очень удобно, но зато такая правильная будет форма, точнее правильная ширина буквы Ж. Но это нужно у нас повторить и сделать здесь. В общем, такие вещи нужно делать немножко иначе. Но мы сейчас разберем пример в другого вида. То есть та же самая Я, помните, это нам не подходит. Мы можем сделать букву И. Иногда она добавляется, иногда не добавляется, но вообще в целом, чтобы вот это вот все не добавлялось, я вообще обычно выключаю вот эту возможность автоматического добавления, потому что это раздражает. Поэтому самый простой вариант — это просто ее отключить сейчас. Заходим в настройки. Здесь у нас есть пункт под названием вкладка Operations, и в ней есть такая вот настройка. Что делать, когда мы добавляем новый глиф в проект? Если это возможно, он добавляет компоненты или автолейеры. То есть и то можно добавить. Автолейеры мы разберем чуть позже. Я эту настройку отключаю, поэтому если я сейчас удалю букву А и сделаю двойной клик, она у меня здесь не появится. Мне такой вариант больше устраивает. И теперь добавим ее вручную. Чтобы это сделать, нам нужно открыть букву А, допустим, и через правое меню мышки выбираем пункт «Добавить компонент». Это можно сделать и на элемент туле, и на контур туле. Добавить компонент. Нажимаю, появляется такое окно. Здесь мы можем выбрать, какой именно символ нам нужно добавить. Я делаю кириллическую букву А, значит добавляю латинскую. Набираю ее здесь в меню, и он мне сразу ее показывает. То есть я могу выбрать из существующих, там может быть очень много. Вот выбираю здесь это, и при этом по умолчанию он, скорее всего, у вас отключен, он добавит ее только вот сюда, только на текущий слой, а сюда не добавит. Это неудобно, поэтому удаляем и делаем то же самое. Пишем А и ставим вот здесь на все мастера, на все активные мастера. И все, она у нас скопировалась. Теперь можно здесь поставить букву А, здесь поставить букву А, скопировать на другие слои выражения, и все у нас работает. Также можно это добавить через меню. Перейдем во вкладку глиф. Здесь в пункте выбираем также добавить компонент. Пишем букву А, добавляем на все мастера. Вот она у нас ставилась. И вот если вы обратите внимание, то здесь, когда я удалил один компонент, он у меня удалился сразу на нескольких слоях. У вас такого не будет. А произошло это у меня потому, что у меня включено такое поведение — редактировать сразу содержимое всех слоев. То есть если я сейчас ее отключу и добавлю также компонент букву А на все мастера и снова его удалю, если мы сюда посмотрим, то у меня он удалился только на одном из слоев. Поэтому, когда вы работаете, вам нужно понимать, в каком режиме вы находитесь. Поэтому я сейчас снова его включу, потому что мне в нем удобно работать. Он и точки все дублирует, когда я удаляю. Вот, все, он у нас добавился, все хорошо. Теперь, если мы посмотрим на нашу панель Font Window, то мы увидим, что у каждого из таких компонентов у нас появился такая фигурка, как вкладыш какой-то или какая-то вот маркер какой-то в виде, ну или просто на сердечко это похоже, просто можете запомнить. Это говорит нам о том, что внутри этого
глифа в этой ячейке находится ссылка на другой глиф, то есть на компонент. То есть если здесь мы посмотрим, ничего здесь у нас не отмечено, ничего не видно, а вот здесь есть вот такой вот серая такая фигура. Это говорит нам о том, что это у нас непосредственно обычный компонент. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.